Иудея надел колено Иуды. Из этого колена происходит большинство современных евреев. Так что здесь мы гуляем по местам, где жили и умирали наши самые что ни на есть прямые родственники, наши пра-пра-пра-бабушки и дедушки. Чисто еврейские поселения дожили здесь до IX и даже до X веков новой эры. Еврейская жизнь в районе Хевронского Нагорья продолжалась и при римлянах, и при Византии, и при мусульманах. Мы выезжаем из Иерусалима по шоссе Квиш-Хаминарот, дороге туннелей, минуем въезд в Неве-Даниэль, здесь сохранился отрезок древней дороги праотцов, Ефрат и другие поселения блока Гуш-Эцион, въезд в Кирьят-Арбу. И только тут понимаем, что такое иудейская пустыня, юг Хевронской горы. Через 200 метров поверните налево. Библейские пейзажи, нетронутые временем, проносятся за окном машины. Здесь жили наши праотцы. Отсюда Авраам смотрел на обреченный Содом. На дорожных указателях библейские названия, упомянутые в Танахе при распределении земли между коленами: Зив, Маон, Кармель, Юта, библейская Ята, Бани-Наим, библейский город Аним. Почему же евреи покинули эти места? Засуха и голод? Эпидемия? Гонения? Насильственная исламизация? А может быть, добровольное изгнание и мистическая вера в то, что для возвращения необходимо исполнение пророчества Исаии? «И сказал я: доколе, Господи?» И Он сказал: доколе не останутся города без единого жителя, и дома без людей, и доколе земля не опустеет, превратившись в пустыню, и удалит Господь людей, и велико будет запустение в этой стране. И сегодня здесь почти пустыня, лишь камни и крошечные еврейские поселения, жители которых верят, что с них, с этой горстки, начинается возрождение еврейской жизни Хевронского Нагорья. Первая наша остановка – Тель-Зив. Сегодня здесь лишь армейская сторожевая башня, развалины и история длиной в 3 с лишним тысячи лет. Впервые Зив упомянут в книге Иисуса Навина, как один из городов колена Иуды. Бывал здесь и Давид. Жители города дважды предали его, и будущий царь едва не попал в руки преследовавшего его царя Шауля. Это описано в первой книге пророка Шмуэля. А уж после разрушения храма здесь жил и учил раби Ишмаэль, один из танаев, ведущий законоучитель Иешивы в Явне. Мы спускаемся с холма мимо древнего колодца и продолжаем наш путь на юг, проезжаем мимо поселений Кармель и Маон и сворачиваем на узкую дорожку, известную не каждому GPS-навигатору, и ведущую в поселение Мицпе-Авигаэль. Мы здесь сегодня не одни. Слава Богу, есть и другие энтузиасты, приезжающие на экскурсии в эти места, в сердце пустыни, в сердце земли Танаха. Не убирайте Танах далеко. Там же, в первой книге Шмуэля, мы найдем рассказ об умной и красивой видом женщине по имени Авигаэль, жившей здесь и ставшей женой Давида. В честь нее названо это поселение. В центре поселка детская площадка и синагога. Там мы и остановимся. Отчаянный дух первопроходцев Халуцим, создавших страну 100 лет назад из пустынь и болот, витает здесь и сегодня. Десятилетиями жить и растить детей в караванах, не имея возможности построить каменный дом, в постоянном ожидании решения суда о сносе форпоста, во враждебном арабском окружении,
рядом с благополучным, развитым и спокойным центром Израиля, для этого действительно нужно быть идеалистом, уверенным в правильности выбранной миссии. Во время печально известного размежевания 2005 года живущие здесь считанные еврейские семьи в нескольких поселениях удержали юг Хевронского Нагорья от передачи его палестинской автономии. В Иудее, благодаря им, не случилось того, что случилось в Северной Самарии, где были уничтожены два еврейских поселка Санур и Хомыш. Вся Северная Самария была отдана арабам и, как результат, стала недоступна не только для израильтян, но и для туристов. Разумеется, живут поселенцы под надежной защитой израильской армии. Из селения Мицпе-Авигаэль прекрасно виден большой курган древнего города Маон. На раскопках в библейском Маоне в древней синагоге нашли 1,5-метровую минору из белого мрамора, украшенную львами, символами колена Иуды. Благодаря археологам мы знаем, что здесь, в Иудее, еврейская жизнь и еврейское присутствие продолжались еще много столетий после разрушения храма. Хотя основной центр еврейской мысли и творчества сместился тогда в Галилею, тем не менее традиционные, типично еврейские поселения оставались в Иудее до 8 и даже 10 века новой эры. В византийский период и в период раннего ислама населявшие юг страны набатеи переходят в веру победителей, в христианство и ислам, о чем свидетельствуют построенные в их городах церкви и мечети, а еврейский Маон остается верен иудаизму. В поселке нет никаких других культовых зданий, кроме синагоги. Среди исследованных органических остатков, найденных в Маоне, нет свиных костей. Жители соблюдают кашрут. Мы продолжаем движение на юго-восток. Наша следующая остановка – форпост Мицпе-Яир. И здесь, как и в Мицпе-Авигаэль, нет ни одного каменного дома. Все жители, всего 11 семей, уже больше 10 лет живут во временных караванах. Отсюда открывается потрясающий вид на восток, на пустыню и Мертвое море. В 200 метрах южнее поворота на Мицпе-Яир поворот на древнюю Сусию. Современная Сусия – центральное поселение Хевронского Нагорья. Там проживает сегодня 160 семей. Рядом раскопки древнего поселения, которое было гораздо больше, около 3000 жителей. Это был чисто еврейский город, просторный и хорошо организованный, с широкой главной улицей, лавками, мастерскими, общественными зданиями и общинной жизнью. Он возник как результат политики римских властей, запретивших евреям жить в Иерусалиме и его ближайших окрестностях. О том, что город был еврейским, говорят множество свидетельств. Миквы, в большом количестве найденные при раскопках, многочисленные еврейские надписи и символы, углубления для мезуз в дверных косяках, а главное – древняя синагога с потрясающей мозаикой. Несмотря на малое количество выпадающих здесь осадков, жители древней Сусии занимались всеми видами сельскохозяйственных работ. Для точности археологи добавляют, что только рыболовства в Сусии не бывало. В городе найдены многочисленные подземные помещения, водосборники, гончарные мастерские, прессы для масла и винограда. Синагогу и поля за городом соединял потайной подземный ход, тот, из которого выходят сейчас пришедшие на экскурсию солдаты. Минуло 1000 лет с тех пор, как исполнилось пророчество Исаии и опустела Иудея. Сегодня пришло время исполнения иных пророчеств.
пророчеств о возвращении.